Здравствуйте, представители знака зодиака Рак. Февраль 2024 года. Таро прогноз, гороскоп по 12 домам гороскопа. Давайте зададим такой вопрос: как изменится моя жизнь? И этот год, это как раз февраль, совпадает с началом года дракона. 10 числа уже вступает в силу год дракона по китайскому календарю. И сам по себе еще и планетарно этот период достаточно может быть турбулентным. У нас в феврале два стелиума, иными словами, скопление планеты. Первый у нас будет очень знаковый 17 числа в знаке Водолей. Это три планеты: Марс, Венера и Плутон, мои дорогие. И в дополнительный день февраля, 29 февраля, у нас будет еще раз стелиум, который будет состоять как Солнце, Меркурий и Сатурн в первом знаке Рыб. И какие-то события могут произойти, как, знаете, мы получим нужную информацию, или вы примете важное решение, которое будет оказывать влияние на последующие месяцы года. Вот давайте мы посмотрим по 12 домам гороскопа, как карты Таро для вашего знака зодиака видят февраль. Первый дом гороскопа – это карта, которая будет олицетворять вашу личность сообразно дому, ваше настроение, ваши планы где-то, то, что вы себе намерены как осуществить, сделать, или то, что вы планируете, или какое качество жизни вы собираетесь себе построить, чем вы будете заниматься. Итак, первый дом гороскопа. Паж Пентаклей. У кого-то это карта новых начинаний, у кого-то это, может быть, в связи с изменившимися законодательными актами вы будете уделять внимание больше работе, продвижению собственного бизнеса, если таковой имеется. У кого-то из вас станет на повестку дня, что я хочу заниматься личным творчеством, ремеслом, хобби, может быть, монетизировать, или заниматься каким-то новым проектом. Для кого-то из вас это на работе какие-либо перемены, когда придется как будто с элементом новизны что-то нам, как будто либо продолжить, либо уделить внимание чему-то. Иногда по этой карте проходят наши дети, когда вы будете заниматься своими детьми. Или учитывать, где я зарабатываю деньги, все-таки это у нас пентакли, новые способы заработка. Вы как можете искать, так они у вас могут и появиться, мои дорогие. Давайте мы посмотрим второй дом. И это у нас финансы. Итак, что финансы для вашего знака зодиака на февраль? Десятка кубков. Здесь, вы знаете, это полного благополучия, счастья. Правда, деньги будут. И, видимо, ведь это своего рода итог, поэтому если какие-то деньги задерживались, вы их точно получите в феврале. И новые моменты по начинаниям, не случайно Паш Пентакли выпадает, это правда, новые способы заработать деньги или с изменившимися условиями, или какими-то законодательными актами что-то, не то что переделать, но как будто обновить, может быть, в новых условиях. Вообще по финансам благополучие, достаток, счастье, мои дорогие. И где-то в вашей семье, наверное, особенно это будет, или для вашей личной жизни это будет важно, потому что по десятке кубков вы можете что-то переделывать дома или задумать какое-то, улучшение, да, жизненных условий, как будто сделать более комфортным жилье. Не только для себя, но и для своих близких. Может быть, это траты, которые будут связаны с этим. Или какой-то переезд вы можете тоже, запланировать. Как будто я хочу быть счастлив. Я хочу, чтобы меня окружало только то, что мне нравится. И какой-то новый план действий у вас появится в голове, и он вас где-то может захватить. Отчасти как и по заработкам, так и личная жизнь, и ваше жилье, дом. Но вот давайте мы с вами посмотрим. Третий дом у нас идет как коммуникации. Это социум, родственники, короткие поездки. Карта Солнца. У вас очень удачный период. И знаете, карта Солнца – это карта эго. Это когда вы поступаете так, как вы хотите. Не кто-то, а вы именно, мои дорогие. И вообще карта Солнца – это карта выбора правильного направления. Особенно в картах Таро.
Их всего две. Карта звезда – это лет 10-20, а по Солнцу это где-то полгода. Поэтому в этот период февральский вы закладываете как будто свой статус, свое качество жизни дважды. Что-то не упустить, но возможности у вас будут большие. Вот поэтому, может быть, Паш Пентаклей и говорит, вы сами, видимо, хотите какого-то обновления. Или вы хотите, ну, что-то уйти как будто от рутины. Вот по пажу Пентаклей проигрывается желание, чтобы у меня не какая-то грустная или серая история, которая меня не вдохновляла. Она закончилась, и я для этого готов приложить или готова приложить усилия. Что-то переделать. Давайте 4-й дом, правда, на 3-й дом коммуникация, поэтому как и поездки, как и вопросы с родственниками, как и умение договариваться, да тут только все со знаком плюс, и вам словно пространство Вселенной будет, ангелы вам будут помогать, чтобы для вас зеленый свет был для решения любых вопросов. 4-й дом – это сам по себе дом, семья, жилье как раз, нам тут отчасти сказали, и чувство защищенности. Правда, вы будете принимать важные решения в феврале. Туз мечей – выход из лабиринта. И если прежде какая-то ситуация была непонятна или что-то так вот двойственно, или у вас был, мои дорогие, выбор, вы сделаете, правда, выбор. И он, видимо, может касаться, ну, смотря у каждого ведь тут по-своему, у кого-то переезд, у кого-то ремонт. Это потому что 4-й дом – это наша надежность, это уверенность, правда, чувство защищенности. Это наша семья. Значит, что какие-то серьезные ваши решения вы будете принимать. Я не могу сказать, что это где-то юридические вопросы, хотя я этого исключить-то тоже не могу, потому что иногда, может быть, если мы на выборе были, и всегда выбор, когда мы делаем, это уже заведомо от чего-то мы отказываемся, потому что мы выбираем что-то другое. И кто знает, может быть, с теми вопросами, от которых вы откажетесь, вам придется закрыть словно какой-то гештальт. Вот такое я могу предположить. Давайте мы посмотрим 5-й дом. Это у нас где-то отдых, развлечения, досуг, наше творчество. Ну, творчество явно, я бы не сказала, что оно у вас будет на повестке дня очень активно, а что-то о себе напомнить, наоборот, может. Или, я бы сказала, скорее вы от чего-то можете отказаться. Может быть, какая-то история, которой вы прежде занимались, или тот проект, который вы попытались продвинуть, а он как будто бы не получился. По 3 мечей эта ситуация не новая, это было прежде, и нас это разочаровало. Может быть, есть какая-то и история отчасти, когда вместо отдыха поехали, допустим, да, с каким-нибудь знакомым куда-то отдыхать, а в результате узнали человека поближе, и оказалось какое-то сплошное разочарование. Кто знает, может быть, вот это разочарование, ну, вас вот так вот накроет, и вы не захотите повторять какую-то ошибку. Но так вот в целом не могу сказать, что у вас даже будет желание расслабиться. Нет. Тут, скорее всего, будет желание с чем-то разобраться, расставить что-то по местам, сделать какой-то важный выбор. И, ну, ни разу не про то, чтобы замыливать эмоциями глаза. Видимо, какой-то прежний ваш опыт будет вас от чего-то останавливать, чтобы не повторить какую-либо ошибку. Давайте мы посмотрим 6-й дом. Это здоровье. Вот смотрите, может быть, правда, по 7 жезлов это когда вам может помешать либо усталость, либо режим многозадачности. И мы можем просто истратить все наши силы, тогда у нас и организм становится более восприимчивым к заболеваниям, иммунитет падает. И где-то устроить себе такой вот временный отдых отчасти, если, правда, какая-то инфекция, нет тут чего-то серьезного, какая-то инфекция нас уложит в постель. Но по 7 жезлов, ведь эта карта, если мы говорим соревнования, то есть какой-то вопрос, который от вас как будто хотят, чтобы вы либо решили, либо посодействовали, помогли. Знаете, я бы сказала так. Еще 6-й дом, 7 жезлов напрямую нам не говорит о чем-то конкретном. Но если мы говорим про соревнования, про режим многозадачности, так вот 6-й дом – это еще дом травм. И если вы
вот перед собой поставите множество каких-то, наметите планов, и туда успеть, и сюда успеть, и еще кому-то помочь, и все быстро, и все срочно, то вот вероятность травм, она все-таки присутствует. Поэтому берегите себя, чтобы вас, ну, какая-то оплошность не уложила в постель. Будьте внимательны к себе. Правда, для вас это будет очень важно, чтобы взамен вместо своих планов и досуга не получить какое-то разочарование. За здоровьем нужно следить, не делать ничего на автоматизме. А ведь правда, когда выпадает карта Солнца, мы уверены в себе. Вот когда мы не уверены, тогда мы так вот осторожненько. А здесь вот наоборот, у вас все складывается как раз очень неплохо, мои дорогие. И где-то это придает импульс, да, а еще тем более Плутон, Венера, Марс. Тут хочется, и вы можете чувствовать, что, как будто, ну, карта ложится, или время такое, когда и я могу сделать именно то, что планировала, ну, к примеру. И вот в попыхах мы как раз чего-то можем не заметите, эту оплошность допустить. Давайте посмотрим 7-й дом. Это брак и партнерство. Ну, тут, наверное, все без изменений. Тут, наоборот, только в рост, в улучшение. У нас пусть 7-ка пентаклей– это пауза своего рода. У кого-то может проиграться, правда, пауза в отношениях. Но для большинства из вас, я думаю, что это будет, вот, если бизнес-партнерство или деловое партнерство, значит, вы вместе будете какую-то стратегию, тактику на будущее планировать. И все это в каком-то неспешном режиме. И если это касается личной жизни, будь то семьи, будь то ваши отношения в паре, даже если вы не оформили ваши отношения, то тоже с каким-то элементом прогресса и без спешки. Это когда мы что-то улучшаем, это когда деньги в рост, это уже какой-то прогресс, но не сию секунду, а это где-то наши планы на будущее. И сама-то карта, она говорит, сохраняй все то, что у тебя есть на данный момент. Нет каких-то кардинальных изменений по сравнению с январем. Может быть, у кого-то из вас январь как раз был, или декабрь, очень насыщенный месяц как раз по вопросам партнерства, и вы уже пришли к какому-то знаменателю. Значит, оставьте вот так, как уже это как будто отстроилось. 8-й дом, дом трансформации, дом неожиданностей. Давайте узнаем. Карта императрицы. Смена статуса или очень важная женщина в вашей жизни. У кого-то любимая женщина, у кого-то мама, у кого-то это вы сами в этой энергетике, даже если меня смотрят мужчины, неважно. Тут ведь карта власти не как император. Император– это жесткость больше, это настоять на своем. А императрицы нет. Она скорее настроена на то, чтобы со всеми провзаимодействовать. Для того, чтобы даже на какое-то Соломоново решение скорее она настроена, нежели на какую-то конфронтацию и собственные принципы. Поэтому сама по себе карта благополучия, изобилия, процветания, возможностей. Правда, у кого-то, посмотрите, у вас как выпадает императрица, 10 кубков. Вопросы семьи, недвижимости, может быть, или ваших планов семейных, ваших планов в паре. И все это в прогрессе со знаком плюс. Правда, удивительное время. Посмотрите, какие у вас арканы. Я бы сказала, по всем практически сферам жизни у вас полный прогресс. Да, есть еще, когда и выбор надо делать, есть, когда мы должны быть очень осторожны и внимательны, не делать что-то в попыхах или не делать чего-то на автоматизме, дабы себе не навредить. Но в целом перспективы чудесные. 9-й дом– это у нас дальние поездки. Давайте посмотрим. Философия, религия, праздник, мои дорогие. Да, почему нет? Вы можете поехать к кому-то, к своим друзьям, куда-то даже далеко. Может быть, вас пригласят. Или вы сами соберетесь и без точного маршрута, дабы себе создать праздник, куда-то отправитесь. Для кого-то из вас это будет новый творческий проект, проект по бизнесу или, может быть, по работе. Тут ведь можно построить карьеру. И кто знает, может быть, релокация офиса, и для вас это этот переезд где-то добавит радости и праздника. Сама по себе поездка, если будет, вас она будет и вдохновлять, и радовать, и словно зеленый свет чему-то новому, вот как под пажу Пентаклей. Правда, новые возможности в феврале, мои дорогие, для вас будут. Важно себя беречь, понимаете, чтобы максимально вот сделать для себя что-то доброе, хорошее, или принять важные решения, как будто, правда, ангелы-хранители. Пространство, посмотрите, вам помогает.
Праздник должен быть, мои дорогие. Тут и как хоть ты религия, хоть ты философия, вас как будто все радует и возвышенное, и земное. Здорово. 10-й дом гороскопа – работа, карьера, власть. Мне нечего добавить. Карта победителя. Единственное, о чем нам говорят, что да, тут и должность можем получить, тут и по работе у вас прогресс, и по деньгам где-то нам уже тоже об этом, с учетом тем более карты императрицы и десятки кубков, у вас все благополучно, но, видимо, продвигаетесь дальше, и надо строить планы на будущее очень, так, знаете, четко. Вы вот эту победу или то, что вы у вас получается осуществить или уже получилось, вы должны это в первую очередь сохранять. Не упускать ничто из-под своего контроля. Карта говорит 50% добиться чего-то, а вот удержаться потом в этом статусе остальные 50%. Поэтому сохраняй себя и все то, чего ты уже добился. Но если мы говорим работа, карьера, власть и шестерка жезлов, а 6, любая 6 – это карта победы, то здесь у вас как раз будет какая-то победа, какое-то счастливое событие. Может быть, как раз вот этот выход из лабиринта, какие-то вопросы могут решиться. Или Его Величество, случай вам тоже где-то может помочь, но специально на него не надеяться. Может быть, все-таки какое-то важное решение вы как будто себя сориентируете, наконец решиться и принять какой-то важный пункт в вашей жизни как свершившийся факт или чему-то конкретному отдать предпочтение. И тогда больше ясности в жизни, это тоже верно. 11-й дом. Дружба, взаимопомощь. Ну, тут правда и дружба, и взаимопомощь, и легкость на подъем. У кого-то с другом, с подругой перемещение или с партнером. Может быть, правда, поездки, как близкие и далекие, они у вас тут разные могут проиграться, мои дорогие. У вас выпадает на 9-й дом дальних поездок карта праздника, да, мы сказали. И получается, что то, что по 3-му дому гороскопу карта Солнце, она тоже как бы по коротким поездкам, но тут не короткие, а тут все равно где-то, может быть, по дистанции на полгода важные, тоже вы можете что-то осуществить. Нет ничего невозможного. И по двойке пентаклей тут как новый проект, новый формат бизнеса, новый формат работы. По этой карте нам вот говорят, ты, главное, откликайся, ты будь открытым миру и быстрее взаимодействуй, будь легок на подъем. Вот ты как раз попробуй себя в новых возможностях, и через опыт ты поймешь, нужно тебе этим заниматься или нет. Тут мы можем что-то с нуля начать, ну, с учетом чьей-то, может быть, поддержки, кто знает, все-таки это выпадает у вас на дом дружбы или партнерских отношений в плане взаимопомощи. И у вас, значит, будет тот человек, который с вами словно на одной волне, с вами заодно. Жизнь интересна, мои дорогие. У нас жонглер показан, и нам говорят, пробуй, пока не получится или не надоест. Значит, есть как минимум один человек, на которого вы можете опереться, мои дорогие, это уже важно. Ну и главное, знаете, новое вдохновение. Тут точно настроение у вас будет в феврале. Ну, даже если есть какие-то минусы, ну вот себе только вот в том значении, как я говорила, не навредить. А так очень приятный месяц. Итак, 12-й дом. 12-й дом – это дом тайны, или то, что скрыто, то, что мы можем сами где-то не увидеть. Это дом наших фантазий, но отчасти, когда мы не видим какого-то факта, вот эти фантазии могут стать и проблемами. Поэтому давайте в контексте, что скрыто. Посмотрим 12-й дом гороскопа. Нет ничего скрытого для вас. Все проекты, они как будто переложены в тезис. План рыцарь Пентакли едет медленно, отчасти нам тоже говорят. И по 7-ке Пентаклей, да, в 7-м доме брак, партнерство. И здесь вот партнерские отношения, в принципе, для вас важны, мои дорогие. Надежные люди для вас очень важны, которые как и на одной волне, так и способны в любой момент прийти на помощь. И знаете, это какая-то может быть история дружбы, которая одновременно история любви. И история одновременно партнерских отношений. У кого-то все вместе переплетется. И когда вы будете, ну, такие глобальные планы на будущее строить, и не просто строить планы, а наметите конкретный проект, которому суждено далекое будущее, лет 10-20, как по Плутону. Причем
с медленным, постепенным и уверенным ростом финансов, вашего благополучия, вашего благосостояния и нового качества жизни, не побоюсь. Вот что-то у вас тут в феврале. Ну, конечно, от ваших решений, безусловно, это зависит. Или от вашей решимости, ну, с каким-то вопросом, словно разобраться окончательно. Но возможности определенно есть во всех сферах жизни. Перекладывайте на себя и будьте счастливы, будьте любимы всегда.